Речь пойдет об еще одной огромной лжи, в которую я хочу, чтобы вы перестали верить. Проведу анализ промывания мозгов для создания страха и контроля в последние 80 лет. Думаю, что после просмотра этого видео вы захотите выбросить свои книги о навыках выживания в ядерной войне. В целом, какую бы лажу они ни замышляли, чтобы причинить вам вред, помните, что вы являетесь прямым потомком родословной, которая превосходила их снова и снова. Не бойтесь их, страх – это лишь еще одно извращенное искажение истины. Ибо именно они, те, кто действительно боится тебя. Если бы они действительно обладали той властью, в которой нас убеждают, мир бы уже обезлюдил. А в контексте данного видео ядерная война бы уже началась. Нас пичкают ядерным апокалипсисом, начиная с 1945 года. Где-то раз в 10 лет мы его избегаем. Я уже вижу заголовки из будущего, как чуть не началась ядерная война в 2023. Начнем с часто задаваемого вопроса про Хиросиму. В 1945-м типа была первая атомная бомбардировка. Первая и единственная. Удивительное по времени совпадение. Именно к концу Второй мировой придумали эту технологию. Идеальное время для фейка. Здесь хочу провести параллель с полетом американцев на Луну в 1969-м. Повысаживались они там, повысаживались, да и потеряли технологию. Также и ядерная война. Она случилась единично, и все, этого хватило для массового гипноза на столетия вперед. Страх тотальной аннигиляции держал население под контролем. США и СССР создали фейковую, космическую и ядерную пропаганды. В том, что правительства работают заодно, нет ничего нового. Здесь две фотографии, обе 1945-го, разные города. В одном была ковровая бомбардировка, то есть непрерывное интенсивное бомбометание. Во втором якобы ядерное. Вы сможете их различить? А если нет, то на каком основании верите в атомный характер бомбардировки Хиросимы и Нагасаки? Не на основании ли грибовидного облака? Вот официальная фотография армии США. Внизу написано «Hiroshima Atomic Strike». Это не грибное облако, сказал Ричард Гарвин, известный дизайнер бомб и давний советник Вашингтона по ядерному оружию. Кевин Рорк, пресс-секретарь оружейной лаборатории в Нью-Мексико, которая сделала бомбу в Хиросиме, известную как Little Boy, сказал, что на изображении дымовой шлейф от последующих пожаров. Так что это просто дым, несмотря на то, что многие годы он был идентифицирован как ядерное облако, и несмотря на водяной знак на фотографии. Сразу же предвижу неизбежный вопрос, а зачем им так врать? Могу говорить за себя. Раньше, когда я верила в ядерный фейк, то действительно рассчитывала на государство, в случае чего. И даже могла теоретически позволить себя защищать. Поскольку в реальности США и Россия всегда были заодно, то им выгодны как ядерная агитация, так и космическая, чтобы держать стадо в стойле. Хватит уже верить в иллюстрации и видеокомпозиции. Даже я со своими базовыми навыками фотошопа и премьера могу сгенерировать хоть пришествие Христа. И уж точно знаю, где все это найти. Так на чем основаны доказательства вируса, пришельца и ядерных угроз? На компьютерной графике? Какое-то бездонное болото веры в нескончаемые угрозы. Этот картель феминистов, террористов, коммунистов и ционистов хочет разделять и властвовать, лишить нас идентичности, чтобы создать свою диктатуру. Еще можно посмотреть на сегодняшнее состояние Хиросимы и Нагасаки. cityhiroshima.japan. Радиация в Хиросиме и Нагасаки сегодня находится на одном уровне с чрезвычайно низким уровнем фонового излучения, естественная радиоактивность, присутствующим в любой точке Земли. Это не влияет на организм человека. Хибакуси – жертвы атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Хибакуси переводится с японского как «люди, подвергшиеся воздействию взрыва». По данным на 2014 в живых числилось 192 тысячи. Из них 1%, по данным правительства Японии, имели серьезные онкологические заболевания, вызванные радиационным облучением после бомбардировок. Хибакуси и их дети были жертвами жесткой дискриминации, когда речь заходит о перспективах брака и работы. И это несмотря на то, что не было обнаружено увеличение числа врожденных дефектов. Можно еще начать копаться в архивах. Например, генерал Кроуфорд Сэм в сентябре 1945 был назначен в Японию начальником секции общественного здравоохранения и социального обеспечения Генштаба Верховного главнокомандующего союзными державами. В стенографии от 1979 года сказал следующее. Цель этой инструкции была: вы разыграете разрушительный эффект атомной бомбы.
Хорошо, так что на этот раз я установил крайний срок. Любой, кто был в Хиросиме и умер в течение 6 месяцев, будь то упав с велосипеда или что-то в этом роде, будет приписан к жертвам атомной бомбы. Вам это ничего не напоминает? Как там с ковидной статистикой, когда всем умершим приписывали актуальную чуму? Так сколько из 166 тысяч в Хиросиме умерли непосредственно в результате ковровой бомбардировки и сколько своей другой смертью? Мы этого никогда не узнаем. Итак, итоги по Хиросиме без особого погружения в детали. Именно на пике Второй мировой изобретено, протестировано и задействовано ядерное оружие, а в совпадение я уже не верю 3 года. Официальная фотография грибовидного облака отражает последствия пожара, а не ядерного удара. Города, подверженные ковровой бомбардировке, выглядели так же, как Хиросима и Нагасаки. Весной 1946-го в Хиросиме вовсю цвели цветочки и росли деревья, и уже тогда местные поняли, что страшилки по типу того, что ничего не будет расти, это ложь, правда, дальше этого они не додумали. На 2022 в живых осталось 118 тысяч хакабуси, то есть людей, которые в детстве были в непосредственной близости к эпицентру взрыва. Всплеска онкологии нет. Спустя 80 лет воистину можно сказать, что маневр удался. Любой человек, стоит заикнуться про ядерный фейк, скажет сразу же: а как же Нагасаки? Ему просто вкинули защитную подушку, чтобы он мог с чистой совестью игнорировать факты. У меня под видео, где я затронула эту тему, сплошняком. Если ядерного оружия не существует, тогда что сбросили на Хиросиму и Нагасаки? Ядерного оружия нет? А как же Хиросима и Нагасаки? На Японию сбрасывали 2. А как насчет Хиросимы и Нагасаки? Следующий часто задаваемый вопрос: а что насчет Чернобыля? Ведь якобы расплавление активной зоны ядерного реактора приводит к деформации. Прежде чем ответить на этот вопрос, следует понять, что ядерная энергетика экологически чистая и не требует сжигания углеводородов. А это несовместимо с высокими ценами на электричество, как сейчас в Европе. Это несовместимо с полностью подконтрольным населением, зависящим от подачек. Поэтому эта энергетика невыгодна инферналам, и они попытаются ее очернить. Насчет деформации можете посмотреть документальный фильм «Чернобыльские бабушки». Это история 100 женщин, проживающих в радиоактивной зоне отчуждения. Вот бабушкин город. Вот это все мое. Все мое. Чернобыль там храп має, те, що ми живемо тут. Нікуди не поїду, хай мене під пістолетом. Период полураспада плутония-239 составляет 24 тысячи лет. Но жители Чернобыля, никогда оттуда не уезжавшие, абсолютно здоровые, доказали, что кто-то тут врет. В 2011 Фукусима нам говорили о том, что все, кто ест рыбу, заболеют. Ничего подобного не произошло, и сегодня в Фукусиме живут люди, не тронутые никакими там последствиями. После 10 лет консультирования выживших после катастрофы в Фукусиме насчет радиации, Масахару Цубакура считает, что эвакуация представляла гораздо больший риск для здоровья. Никто не умер от радиации, говорит он, в то время как переселение десятков тысяч людей вызвало явные социальные проблемы и проблемы со здоровьем. Ты высыпаешь его в руку, и это радиоактивное заражение. Оно радиоактивное? Да, это так. Очень радиоактивно. Так вот, обеззараживание – это не что иное, как зачерпнуть его обратно и положить в бутылку. Я только что обеззаразил свою руку. Нет, я не так уж хорошо справился с работой. Совсем нехорошо. Она все еще радиоактивна? Да, это называется остаточной радиоактивностью. Теперь, согласно правилам обеззараживания правительства, когда вы обеззараживаете кого-то вроде этого, он сильно загрязнен. И это, безусловно, заслуживающий отчета инцидент в соответствии с действующими правилами Министерства здравоохранения. Когда ты его обеззараживаешь, он должен спускаться в контролируемую канализацию, чтобы не рассеивать радиоактивность. Могу ли я квалифицироваться как контролируемая канализация? Давайте остановим эту пропаганду страха. Расскажите родным и друзьям о ядерном розыгрыше. Мы распознали очередную ложь и не собираемся в ней участвовать. Еще приведу краткий список других фейков, чтобы помочь следующему поколению создать лучшее будущее без всяких глупостей. Теория большого взрыва – ложь. Теория эволюции – ложь. Ограниченное количество нефтегаза – ложь. Пик нефти – это заговор. Земля на самом деле изобилует нефтью. Динозавры – ложь.
Война с терроризмом. Ложь и скоординированная подстава. Ложь. Расовые войны Джорджа Флойда. Ложь. Изменение климата. Ложь. Люди манипулируют погодой много десятков лет и используют эту тактику, чтобы контролировать массы. НАСА и Роскосмос. Ложь. Все космические агентства. Ложь. Планеты как сферические глыбы, вращающиеся и летающие на бешеных скоростях, догоняющие Солнце со скоростью 800 тысяч километров в час. Ложь. Все фотографии из якобы открытого космоса. Ложь. Полет на Луну. Ложь. Все миссии на Марс или еще куда-либо в космосе. Ложь. Земля бездвижна и является плоскостью. Это научно доказуемо и воспроизводимо. Это место особенное и создано Богом. Ты особенный и могущественный. Не позволь отобрать это у тебя. Не дай себя запугать и будь начеку, так как скоро наверняка начнется новый виток пропаганды там с НЛО. Будь всем тем, чем они не хотят, чтобы ты был. И никогда больше свободно не отказывайся от своего права принимать решения. Верни это право сейчас на фоне великого зла, и ты вернешь его навсегда. Это все выбор, твой выбор.